Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой красивый, интересный джемпер шоколадного цвета, который выполнен в свободном крое со спущенным плечом. И это очень хорошо обеспечивает комфорт, свободу движения. Обратите внимание на воротник-стойку, который добавляет модели практичности, элегантности и интересный дизайнерский замысел в виде воротника валиком делает образ оригинальным, запоминающимся. Замечательное впечатление от этой модели обусловлено простым, но очень удивительным, таким элегантным узором, который ненавязчиво украшает джемпер. Посмотрите на его мелкий рельеф. Элегантный вид и универсальность делают этот джемпер подходящим для любого возраста и размера. Носить этот шоколадный вязаный джемпер можно с различными предметами гардероба. Он будет отлично сочетаться и с классическими брюками, с юбкой-карандаш, создавая деловой образ. Для более повседневного стиля можно использовать джинсы, леггинсы с кроссовками, ботиночками на низком ходу. В сочетании с кожаной курткой, пальто это будет тоже очень элегантно, красиво смотреться, особенно в прохладные дни. Если вы хотите создать более женственный образ, можно использовать юбку миди или платье. Вполне этот джемпер будет хорошо смотреться с высокими туфлями на каблуке или ботильонами. Хотела бы еще сказать о том, что такой джемпер подходит для людей любого возраста и комплекции. Стильный, уютный элемент гардероба бесспорно будет незаменимым аксессуаром для вашего гардероба. И от такого красивого вступления давайте сразу переходим к практичным действиям. Я показываю вам выкройку. В этом видеопроекте мы свяжем с вами узор, рассчитаем плотность, будет составлено полноценное описание для этой модели. После того, как мы рассчитаем плотность, я свяжу вам узор, то есть мы свяжем с вами образец, сделаем расчет плотности и описание вязания в виде текста вы увидите под видео. Как всегда, в виде текста в инфобоксе будет находиться текстовое описание этой модели. Можете использовать. Размерчики у нас будут 44-46 российский, 48-50 и 52-54. То есть вот такие широкие диапазоны у вас будут для возможности связать эту красоту. Давайте смотрим выкройку и приступаем к выбору пряжи, а затем к вязанию образца. Конструктивно данная модель вяжется отдельными деталями, то есть спинка, перед и два рукава. Очень свободный крой, спущенное, видите, плечо и довольно-таки такой внушительный скос у нас идет. Это сейчас очень модно и стильно смотрится. Воротник-стоечка, такое закручивается в виде валика. Очень маленькая, можно так скажем, нижняя планочка в виде резинки. 1 на 1 по деталям спинки переда и два рукава. Все, в общем-то, с этого начинается, с маленькой резиночки. И дальше у нас идет с вами основное полотно вяжется. Вот здесь делается небольшая прибавка в виде 2 петель. И, в общем-то, для рукава довольно-таки все очень свободно. Посмотрите, какая у нас довольно-таки большая ширина используется для модели. То есть очень свободный крой. Это вот первая цифра получается 29,5 умножаем на 2. Это получается 59 сантиметров. Это у нас размер 44-46 российский. То есть вот такая ширина. Конечно, вы легко можете поменять по себе, сделать по своим предпочтениям, по своим меркам. Если не хотите такой сильно, скажем так, широкий вариант джемпера, конечно же,
можно здесь комбинировать. Раппорт узора всего 3 петли в ширину и 4 ряда в высоту. Но он очень-очень заманчивый и очень симпатичный. Рукав тоже имеет такой небольшой окат, небольшой подъем оката. Тоже легко довольно-таки вяжется. И смотрите, у нас есть вот такое составленное описание. Вот сейчас я вам покажу пряжу, которую я предлагаю для вязания джемпера. Вы можете любую свою пряжу с подходящими, так скажем, мерками использовать. Спицы 3,5 у нас. И плотность мы считаем. Плотность у нас тоже с вами сегодня будет звучать. Мы ее будем считать после того, как сам образец выполним. Так, мои хорошие, смотрим пряжу. Для вязания образца я выбрала пряжу Alize Lana Cotton. Это шикарная пряжа турецкого производства, 50 грамм, 160 метров, 26% шерсть, 26% хлопок и 48% акрил. Вязался образец спицами 3,5. Он немного меланжевый эффект имеет, очень сильно крученая ниточка у нас, шикарного, мягкого такого, ну, мягкой, приятный довольно такой вариант. Я хочу сказать, вот так выглядит у нас узор, сам узор. Просто бесподобно красиво смотрится узор. Такой вот прям он весь рельефный. А какой простой, как просто вяжется. Когда мы с вами будем сейчас вязать, вы сами это поймете, очень быстро свяжется, такой красивый, получится элегантный вариант. Можно и в белом цвете попробовать, в светлом, в нежном каком-нибудь таком пастельном варианте, да, но и в коричневом, шоколадном тоже просто бесподобно красиво смотрится. Итак, мои хорошие, давайте и приступим с вами к вязанию образца. У нас узор имеет всего 4 ряда в высоту и кратен 3. Вот у меня сейчас здесь 32 петли, то есть 30 петель, собственно, сам узор и 2 петли кромочные. И я показываю вам, девочки, первый ряд. Узор очень просто вяжется. Первый ряд мы вяжем все петли изнаночные. Абсолютно все петельки. До конца ряда вяжем изнаночные. Продолжаем. Вяжем второй ряд. Это изнаночный ряд. Вяжется следующим образом. Кромочную снимаем и 3 петли провязываем вместе одной изнаночной. Но не снимаем эти 3 петли, оставляем их на левой спице. Делаем накид и еще раз провязываем одну петлю, вытягиваем из этих же 3. Получилось из 3 3 провязали. И все, тогда сняли. Следующий точно так же 3 вместе одной изнаночной. Делаем накид и еще раз сюда же вытягиваем одну петлю из 3 3. Снимаем. Снова 3 вместе одной изнаночной. Делаем накид. И из этих же 3 еще одну провязываем. Из 3 3. Снова 3 вместе одной изнаночной. Делаем накид. И еще одну петлю вытягиваем из этих 3. После этого снимаем. Продолжаем таким образом, девочки, самостоятельно до конца ряда. Связали. И теперь у нас с вами идет третий ряд. Третий ряд очень простой. Все петли мы вяжем лицевыми. Вяжите за какой вам удобно стеночку. Я вот привыкла за заднюю стеночку. Вяжу все петельки лицевые. Так вяжем до конца ряда самостоятельно. Четвертый ряд вяжем следующим образом. Кромочную сняли и вяжем все петли изнаночные. До конца ряда все петельки провязываем изнаночные.
После того, как вы свяжете раппорт узора, на этом узор заканчивается. И повтор идет снова, девочки, с первого ряда. Сейчас я довязываю образец до конца. И мы с вами сделаем влажную тепловую обработку, чтобы рассчитать плотность образца и дальнейший расчет. Делаем влажную тепловую обработку горячим паром. Обдаю я наш образец горячим паром. И во влажном состоянии я его тяну в разные стороны. Но в основном по вертикали. Еще разочек. Так, вот он у меня влажненький. Все, оставляем его таким образом сохнуть. И через 10-15 минут возвращаемся снова. Наш образец высох, девочки. И сейчас будем с вами делать расчет. Значит, вначале мы делаем расчет по горизонтали плотность. Для этого нам понадобится линеечка. Мы измеряем с вами ширину нашего образца. Прикладываем вместе с кромочными. У меня 14,5 сантиметров. 32 петли участвует. Поэтому 32 петли образца я делю на 14,5 сантиметра. Плотность у меня по горизонтали 2,2. Это мы запишем, что в одном у нас сантиметре, чтобы не забыть, 2,2 петли. Так, следующее по вертикали. Вот он как лежит. Он уже другим, он такой рельефный получается, другим он уже не будет. Поэтому мы его вот таким образом укладываем. Берем нашу линеечку и прикладываем. У меня получается 11,5 сантиметров. Здесь 24 ряда. То есть раппорт составляет 4 ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6 раппортов. И 24 получается ряда. И поэтому 24 ряда. 24 надо разделить на 11,5 сантиметров. И получается ровно 2. То есть в одном сантиметре надо записать. В одном сантиметре 2 ряда. Итак, это у нас первая цифра горизонтальная плотность, вторая вертикальная плотность. Сейчас с этими цифрами надо сделать расчеты.